Всем привет! Хочу сделать небольшой ролик про камин. Как известно, когда делают камин дома, зимой, если его затапливают, он начинает поглощать воздух из дома и выбрасывать его в трубу. Поэтому, если все окна у нас закрыты, то камин будет коптить. Если мы окна откроем, то тогда дома станет холодно. Вот для этого необходимо делать приточку для камина с улицы. Я хочу вам показать сейчас вот наш камин, который мы сделали. Обратите внимание, вот в этом месте горят у нас дрова. Там просто имеется вот такая вот ниша, в которую собирается зола. Время от времени надо будет открывать решетки и эту золу вычищать. А вот здесь у нас сделан такой вот короб, да, в котором циркулирует свежий воздух. Этот свежий воздух берется снаружи, с улицы, и по трубе поступает вот в эту часть. У нас тут имеется вот задвижка. Когда мы ее открываем, эту задвижку, то свежий воздух с улицы поступает вдоль вот этого всего канала. И здесь вот я держу руку и чувствую, прям ветер идет. То есть у нас получается как бы такая завеса свежего воздуха. Если он даже холодный, это вообще ничего страшного. Этот воздух у нас питает огонь. Огонь потребляет кислород, который приходит с улицы. И из комнаты теплый воздух не забирается. Здесь можно спокойно ставить какие-то стекла, да, закрывать полностью камин, и ему воздуха будет хватать. С помощью задвижки мы регулируем подачу кислорода, сколько необходимо для горения. Этот камин мы уже испытывали, разжигали прям очень большое количество дров здесь и заметили, что никакой дым в помещении не поступает, что бывает очень часто, если в камине не предусмотрена приточка воздуха снаружи помещения. Итак, друзья, вот у нас идет испытание камина. Довольно большое пламя. В итоге никакого дыма не было. Что и требовалось. Что, дыма-то нет? Вот в таком виде выглядит камин у нас с собранными решеточками. Вот как-то так. Снаружи этот камин мы будем отделывать природным камнем или плиткой, когда придет время. Используйте этот метод, и у вас камин будет работать как положено. Всем пока.